Друзья, всем привет! Помимо владения своим китайским автомобилем и автотематики, на своем канале я буду выкладывать такие ролики, сравнения новых смартфонов и, конечно же, новых товаров из Китая. В первую очередь я хочу сравнить новинку 2021 года, смартфон от компании OnePlus, модель 9RT. Этот телефон поставляется только для китайского рынка, именно с китайской прошивкой. Телефон я заказал за 37 тысяч на распродаже 11.11. Также я попал на налог в районе 2900 рублей. Ну, в итоге, можно сказать, телефон вышел в 40 тысяч. Это мой старый телефон OnePlus 8T. Телефоном в целом я очень доволен, и он мне отлично прослужил 1 год владения. Износ батареи минимален, но камера для меня здесь слабоватенькая, и я решил сделать апгрейд в виде 9RT. И мне есть что рассказать, так как 9RT я уже проходил 2 недели в качестве основного телефона, и действительно тут не все так гладко, так как в 8T используется прошивка Oxygen глобальная, а здесь китайский ColorOS. И действительно очень разные прошивки. Многие блогеры говорят, что ColorOS намного лучше, но, друзья, давайте мы с вами вместе разберемся в данном сравнении. И, конечно же, мы с вами начнем с дизайна. Вырез в камере, который расположен в 9RT. Сейчас, конечно же, это будет не видно, но он чуть-чуть больше по сравнению с 8T. Что самое интересное, в 8T используется Gorilla Glass 5-го поколения. На сайте Gorilla Glass можно найти более подробную информацию, но ни в одном источнике нету информации, какое стекло используется в OnePlus 9RT. Сколько я не искал информации, даже на сайте Gorilla Glass нету никакой информации по этому телефону. Но во всех источниках написано, что это Gorilla Glass. Но какое поколение, неизвестно. Также хочу сказать, что только положил сейчас телефон экраном вниз, снял защитную пленку и уже образовались царапины. Поэтому я, конечно же, наклеил защитное стекло на экран нового смартфона от компании Nilkin, которая защищает полностью его по периметру. Но при этом, друзья, честно говоря, я не особо доволен, так как мы видим вот здесь незащищенную поверхность и сверху немножко. По сравнению с Nilkin для 8T. Это такое же стекло, но для 8T почему-то он закрывает большую часть поверхности. Ну, бог с ним. Поэтому просто я бы не рекомендовал вам заказывать это стекло, только из-за вот такого небольшого недостатка. Но кому-то это будет не критично, для меня это критично, потому что стоимость стекла, как по мне, завышена. Далее, друзья, конечно же, комплект поставки. В комплекте поставки с данным смартфоном идет вот такой интересный чехол из резины Soft Touch, очень приятный на ощупь. Но, конечно же, он очень маркий и будет со временем очень сильно пачкаться. Поэтому я купил более практичный чехол на всякий случай. Как вы видите, панель задняя смартфона 9RT, она идет глянцевая, маркая, но при этом, в принципе, отпечатков пальцев, ну, как по мне, незаметно. В 8T она идет матовая, и у меня здесь расположена дополнительная матовая прозрачная пленка. Ну, по цвету, конечно же, друзья, есть отличия. В 9RT более оттенок идет в голубой цвет, как мне кажется, а в 8T более металлизированный, более стальной. Но при этом я считаю оба смартфона интересного дизайна, но в 9RT блок камеры выглядит намного интереснее. Заказал на 9RT тоже вот такую пленочку, и она будет помимо того, что защищать, так еще делать более такой премиальный матовый эффект. Я наклеил защитную матовую пленку на корпус задней части. Стало намного элегантнее, цвет, конечно же, не поменялся, телефон стал намного приятнее тактильно, и никаких разводов у нас не будет. Также хочу отметить, что весь мой блог снимал на OnePlus 7, OnePlus 8T, а теперь все мои видео будут сняты на основной объектив данного смартфона 9RT. Снизу у аппаратов одинаково расположены порты зарядки, микрофона, слот для сим-карты и динамик.
правого торца у нас также остается рычажок регулировки включения режимов бесшумный, не беспокоить. С левой части обычная качелька громкости. Сверху также расположены микрофоны, но в 9RT появился микрофон на тыльной стороне. И я могу сказать, что данный смартфон 9RT пишет звук и в видео намного лучше по сравнению с 8T. Основная камера 9RT намного лучше по сравнению с 8T, но это будет отдельное сравнение, отдельное видео. Поэтому, друзья, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, я буду очень вам признателен. В этом видео вы сможете узнать более подробное сравнение камер данных телефонов. Потому что, так как основная камера здесь отличная, но на широкоугольном объективе OnePlus сэкономили очень сильно. Поэтому только в сравнении примеров камеры фото и видео данных смартфонов можно будет понять, где и как сэкономили данные производители. У обоих смартфонов есть распознавание по лицу. Честно говоря, работает оно посредственно. Тыльная камера 16 мегапикселей. При этом, друзья, вы можете увидеть, что сканер отпечатка пальца переехал в 9RT намного ниже, чем в 8T. В обоих смартфонах дисплеи 120 Гц, поддержка HDR10, экран на 9RT на 62% выше максимальная яркость 1306 нит против 806 у 8T. И действительно, друзья, можно увидеть, что качество картинки, наверное, более яркое, более четкое, но из-за того, что здесь стоит ColorOS, датчик освещенности работает порой очень странно. Сейчас я вам покажу, как он работает. Смотрим на индикатор автояркости. Срабатывает автояркость иногда идеально, иногда на 9RT она все-таки работает с какими-то такими помехами и запозданиями. Также хочу сказать, что сзади у нас расположена вспышка и дополнительный датчик освещенности. То есть он расположен на тыльной стороне. Хорошее решение в 8T это работает превосходно. В 9RT, к сожалению, надо все-таки допиливать с помощью прошивки. Как вы все знаете, в 9RT стоит уже более флагманский процессор Snapdragon 888. Он более горячий. В OnePlus продумали, как бороться с нагревом в данном смартфоне. Но при этом, друзья, все же во время съемки, когда вы снимаете в видео Full HD, в 8T вообще не греется, в 9RT есть нагрев. С этим ничего не сделать, к сожалению, только смириться. Память в обоих смартфонах UFS 3.1, ничего не поменялось, но при этом оперативная память, учитывая, что оба смартфона у меня на 256 гигабайт, 8T 12 гигабайт минимально можно было заказать, здесь 8 гигабайт в 9RT, но более быстрая оперативная память LPDDR5. В 8T LPDDR4X. Но при этом, если мы будем держать много приложений в фоновом режиме, к примеру, YouTube, Яндекс.Погоду, Play Market и, конечно же, приложение карт, навигатора, то что-то из этого у нас будет постоянно вылетать. Ну вот вы видели, YouTube уже у нас сейчас, получается, выгрузился из памяти. Теперь мы можем увидеть, сколько памяти оперативной доступно. И появилась, конечно же, файл подкачки в оперативной памяти. Просто достаточно зайти в телефоне, в раздел оперативной памяти, и, допустим, можно его увеличить до 5 гигабайт. Я ставил 2, для меня это оптимально. При этом, для того, чтобы телефон не выгружал ваши нужные файлы, вам придется все-таки делать блокировку принудительно. В OnePlus 8T оперативная память распределялась хорошо, и ни одно приложение, которым я пользовался, у меня не выгружалось из оперативной памяти. И при этом, если я зажимал бы вот таким образом, то приложение у меня, то из многозадачности нельзя было бы убрать это приложение. К сожалению, в OnePlus 9RT, если мы заблокируем данное приложение, то его можно, в принципе, и закрыть. Здесь немножко осечка, мне кажется, у OnePlus. Смартфоны работают, как ни крути, шустро. Это очень
хорошо сбалансированные смартфоны, но, опять же, ColorOS очень сырая на данном смартфоне. Это китайская версия, которая получила за все время только второе обновление программного обеспечения. Очень надеюсь, что в дальнейшем появятся более удобные, хорошие кастомные прошивки. Батарея. В обоих смартфонах 4500 мАч. Хватает мне данной батареи абсолютно одинаково, что на OnePlus 8T на день использования смартфоном, которым я уже использую год, с износом 10%. 9RT износа, конечно, нулевый, но при этом они работают полностью одинаково в моем стиле использования на 60 Гц. К сожалению, в режиме 120 Гц они не доживут до вечера. Поэтому я решил остановиться и использовать все-таки 60 Гц для того, чтобы батарея у меня не так сильно сажалась. Самый главный плюс смартфона 9RT – зарядка на 65 Вт, который заряжает на 100% за 29 минут. Вот эта зарядка. Но здесь компания OnePlus решила сэкономить и решила использовать обычный USB Type-A. Когда в прошлогоднем V8T Type-C, хотя тоже на 65 Вт. Решили немного. Все-таки, к сожалению, компания стала экономить на своих потребителях. Как говорил я ранее в своих роликах, то, что в предыдущем еще поколении OnePlus 7 использовался Gorilla Glass 6 поколения, 8T решили все-таки использовать 5 поколения. Ну, странно, конечно, то, что на этом компания решает сэкономить. Легко и просто установились сервисы Google и Play Market. Для этого вам достаточно зайти на сайт APK Mirror и ввести Play Market. И вот появляется Google Play Store. И дополнительно Google сервисы вы можете именно скачать с данного сайта. Ну и какие-то локальные приложения, которые вам нужны. Именно фирменные от OnePlus. После того, как вы установили Google Play, сначала его обновляете и только потом авторизуетесь. И тогда у вас все будет превосходно работать, и все сервисы, которые вам нужны, будут прекрасно работать. Прошивка китайская, и всю китайщину мне не получилось удалить из данного смартфона. Она периодически встречается в каких-то определенных элементах системы. Ну, к примеру, вот есть фирменный китайский магазин AppMarket, который полностью на китайском языке. И, конечно же, вот есть браузер, их своя поисковая система, которую просто никак не вырезать из системы обычными способами. Через ADB, понятное дело, это все можно сделать. При этом, что очень не понравилось, я поставил звонилку от Google. Хотим вызвать 112. Но каким-то образом у нас переходит с вами в обычную стоковую звонилку и появляются китайские иероглифы. Конечно, не очень приятно. Также, друзья, очень непонятный момент. Пользуюсь стоковым приложением сообщения. Если я нахожусь где-то, где плохо ловит связь, к сожалению, телефон мне не присылает уведомления о том, что мне кто-то звонил. И как мне сказали, те, кто пытались до меня дозвониться, они слышали только гудки. Как будто я с кем-то разговаривал. При этом до меня звонок не доходил. Вот в этом тоже какой-то определенный косяк есть. Как по мне, верхняя часть очень маленького шрифта по сравнению с 8T. Сейчас это прям наглядно видно, хотя при этом я настроил шрифт максимально крупным, чтобы можно было удобно пользоваться. И, друзья, к сожалению, так как китайская версия прошивки, данный смартфон не совместим с Android Auto. Здесь стоит своя система по аналогии Android Auto. Поэтому очень нужна какая-то хорошая кастомная прошивка, либо все-таки дополнительный обход, чтобы использовать Android Auto в полноценной мере. Было выявлено, что в двух данных смартфонах разные стереодинамики. И как мы можем узнать, как я выяснил, в 8T порядка на 20% они громче, но не такие чистые, конечно, как в 9RT. Но сам факт, что в 9RT намного тише звук, но при этом более четкий. И есть всякие дополнительные параметры, которые вы можете настраивать под себя, как вы это захотите сделать. Китайщину, конечно же, отсюда не убрать. Если мы используем, допустим, мой любимый жест галочка для того, чтобы включить фонарик, то здесь, в обычном режиме,
он будет издавать вот такие звуки, которые никак не отключить. Также, когда вы когда вы ставите свой смартфон на зарядку, тоже появляются дополнительные звуки, которые никак не отключить. То есть вот эта вот китайщина, она присутствует, свойственно именно китайцам, они любят такие всякие странные элементы. Но, конечно, я немножко расстроился в данном кастомизации. Конечно же, плюсы есть в прошивке, где-то что-то можно настроить более детальнее, чем в Oxygen OS, но при этом, друзья, самые элементарные обычные фишки, которые были, они почему-то все-таки их как-то замаскировали и убрали. Так же, как режим в кармане. Он здесь вшит, он есть, к нему нельзя никак поднастроить, но когда телефон используется в кармане, есть фантомные нажатия. Датчик вроде как работает для того, чтобы блокировать экран, если он закрыт, но при этом при прослушивании Яндекс.Музыки очень часто, когда телефон лежал в кармане джинс, он переключал, либо ставил на паузу треки. И это, конечно же, тоже не понравилось. В 8T таких проблем вообще не было. Это очень странно. Продемонстрирую, в принципе, работу звука в 8T. Never fly away. Never, never fly away. Never. 9 РТ. Чуть-чуть тише, но как мне кажется, что динамик снизу работает просто-напросто громче по сравнению с голосовым. Так как это стереопара, вот этот динамик все-таки работает тише. Но в 8T они работают абсолютно на одном и том же уровне. Когда, допустим, я еду в машине и слушаю YouTube через телефон, да, бывают такие моменты, в 8T я слышу информацию вот в таком режиме намного громче по сравнению с 9RT. Это мои наблюдения. Самый большой плюс есть в LTE. И он работает по умолчанию. В 9RT, сколько я не пробовал через ADB сделать поддержку в LTE, это были для меня, честно говоря, мучения. Но сам ползунок в LTE активации у меня появился, но работы его полноценной не было. И, к сожалению, у меня он не работал. И когда я был в Дубае, я позвонил за очень большие деньги в Москву. После этого я решил не пользоваться и не баловаться этим в LTE. А здесь же он работает по умолчанию, и качество звука прекрасное. Также все собеседники мне говорят, что очень хорошо слышно. И действительно, по связи этот смартфон очень хорош, и в принципе ловит он неплохо. В 8T вообще не было никаких нареканий по тому, как телефон ловит сеть. Элемент, который не понравился в китайской версии, как вы видите, сканер отпечатка пальцев 8T не имеет никакой анимации. К сожалению, в 9RT никак нельзя убрать вот эту вот анимацию. Ну, мне просто это не нравится. Не хочу. Я хочу минимализм, чтобы был. Как вы видите, у меня все черное. Мне больше нравится минимализм. Поэтому я хочу вот отключить вот эти эффекты. Тут такой возможности нету. Поэтому я говорю, что хоть в Oxygen OS меньше настроек кастомизации по сравнению с ColorOS, но при этом они более удобные, как по мне, для пользователя, который любит минимализм. А главная причина, почему я решил сменить свой старенький 8T на новый 9RT, проблема заключается в разъеме Type-C. Так как я использую свой телефон не только для своих личных целях, но и для записи видео для блога, вот такой вот Type-C микрофон или беспроводной Type-C микрофон почему-то очень сильно коротит при использовании именно 8T в разъеме Type-C. Именно только с этим телефоном. Пробовал чистить, пробовал все сделать, все, что возможно. Возможно, только нужно перепаять этот порт, но этим я уже заниматься не хочу, а хочу перейти полностью на свой новый 9RT. Также, друзья, все ссылочки на 9RT, 8T и беспроводной микрофон я оставлю в описании. А теперь давайте мы с вами подведем итог данного смартфона. 9RT получился хорошим смартфоном. Также я забыл сказать, что
В 9RT увеличился сам экран. В 8T экран составляет 6,55 дюйма. В 9RT 6,62 дюйма. Чуть-чуть, но все равно номинально он увеличился. При этом из основных плюсов это основной модуль камеры, топовый процессор с нагревом, но, конечно же, я бы хотел бы, чтобы они оставили какой-нибудь 870 процессор, для того, чтобы была более лучшая автономность данного смартфона. Все-таки отнесу в плюс динамики, потому что качество звука хорошее, но все-таки вопрос, почему оно распределяется неравномерно. Очень понравилась быстрая зарядка. Действительно, не каждый сейчас смартфон может зарядить за 29 минут полностью до 100% свой флагман. И, конечно же, цена данного смартфона. А цена 37 тысяч за топовый процессор, топовую камеру в 50 мегапикселей, это стоит того. Но, друзья, по камере, конечно же, есть нюансы. Так же, как в 8T макро объектив используется 5 мегапикселей, в 9RT 2 мегапикселя. И действительно он здесь хуже. Так же, как и широкоугольный объектив в 9RT тоже хуже. Об этом в более сравнительном тесте камер. Минусы есть в китайском ColorOS. С виду вы можете сказать, что в принципе ничего не, как-то не кажется, что они разные прошивки, но действительно при своем использовании я могу сказать, что компания OnePlus с каждым годом старается экономить на своих устройствах, для того, чтобы нам давать топовое железо, но за более дешевые деньги. Но, друзья, я не готов все-таки жертвовать широкоугольным объективом. Хочу, чтобы в моем смартфоне были только флагманские стекла. Но при этом, чтобы само стекло было тоже прочное, а не как какие-нибудь Aschi Glass, к примеру. Но тут тоже, опять же, кому что нравится. Обзор мой подходит к концу. Я хочу сказать, что 8T до сих пор актуальный смартфон. Единственный минус, что у него сейчас есть, это очень старый модуль основной камеры. При этом он очень хорошо сбалансирован. Я думаю, что 8T остается актуальным смартфоном и по сей день для того, чтобы его купить. Друзья, спасибо вам большое за просмотр этого ролика. Оставьте свой комментарий, скажите все-таки, стоит ли покупать китайские версии смартфонов нам, россиянам, для того, чтобы пользоваться ими именно в обычном стоковом формате, или все-таки только кастом для этого нужен. Не забудьте поставить лайк этому видео, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно же, друзья, всем огромной удачи, здоровья и до скорых встреч. Пока.